За проектом башни стоял человек, чья репутация была безупречной — Александр Гюстав Эйфель. К моменту начала конкурса он был уже одним из ведущих инженеров Европы. Эйфель прославился проектированием смелых железнодорожных мостов и виадуков, например, виадука Гараби во Франции, который на момент завершения был самым высоким в мире. Именно Эйфель разработал сложный внутренний железный каркас, который поддерживает медную обшивку статуи Свободы в Нью-Йорке. Этот опыт работы с большими структурами и учетом ветровых нагрузок оказался бесценным для проекта башни. Хотя башня носит его имя, Эйфель не был единственным автором проекта. Идея 300-метровой железной башни принадлежала двум старшим инженерам его компании — Марису Кёхлину и Эмилю Нужье. Однако их первоначальный проект был сугубо утилитарным и не отличался элегантностью. Эйфель, обладавший не только инженерным, но и художественным чутьем, выкупил у них патент и привлек архитектора Стефана Совистра для придания конструкции эстетической завершенности. Совистр добавил основания в форме арок для большей устойчивости и визуальной легкости, стеклянные павильоны на первом уровне и декоративные арки, которые превратили инженерный расчет в произведение искусства. Таким образом, гений Эйфеля проявился не в изобретении концепции, а в ее доработке, продвижении и, что важно, в осуществлении. Эйфель выбрал ковкое железо, а не сталь, которая только входила в употребление. Это было консервативное, но оправданное решение. Свойства железа были хорошо изучены, и Эйфель мог быть абсолютно уверен в его поведении под нагрузкой. Интересно, что башня, ставшая символом технологического прогресса, была построена из материала, который вскоре должен был уступить место стали. Команда из 40 чертежников и расчетчиков выполнила титаническую работу без помощи компьютеров. Было создано более 1700 общих чертежей. Эйфель уделял первостепенное внимание безопасности, что было революционным для той эпохи. Башня была спроектирована как решетчатая конструкция, позволяющая ветру свободно проходить сквозь нее. Расчеты показали, что даже при ураганном ветре отклонение вершины не превысит 12 сантиметров. Инженеры точно рассчитали расширение металла. На Солнце башня может увеличиваться на 15-18 сантиметров из-за теплового расширения. Все 18 038 индивидуальных железных деталей были изготовлены на заводе Эйфеля в Левалуа-Перре с ювелирной точностью отверстия. Для заклепок сверлились с допуском в 0,1 мм, что позволило собрать конструкцию, как гигантский конструктор.